Друзья мои, всем огромный привет! В Одессе солнечно, но так было не все утро. В 7 утра был густой туман. От тумана не осталось и следа, только на крышах домов немножко влажности. Надеюсь, что ваша ночь была мирной, тихой, спокойной. Я на это очень надеюсь. Я вчера поздно улеглась, и сегодня проснулась в 7 утра. И смотрю в окно, думаю, что такое? Что с погодой? А там прям вот с моря натянуло густого тумана. Жорка меня сегодня не разбудил. Он тоже из-за этого тумана в таком анабиозе был. Как вы начинаете свое утро? Я надеюсь, зарядки не так, как я. Я встаю, начинаю в мессенджеры смотреть ваши сообщения, вот это отвечать. Сегодня, кстати, с утра открыла видео на канале про орхидеи. Я вчера вечером уже поздно его смонтировала и не стала открывать уже в 23 с чем-то. Думаю, ну какой, вы уже все спите, девчонки? Думаю, завтра утром мы с вами их, вот эти все новости орхидейные и пересмотрим. Так что вот так. Что меня сегодня взволновало с утра, это то, что я... Даже нет, не так. Меня удивило сегодня с утра. Я ношу эту, слушайте, туда-сюда эту стоечку с телефоном. Нигде не могу никак ее приспособить. Сейчас хлебну кофейка. У меня кофе всегда вот такая бадья, девочки. Ну, это у меня сублимированный. Это даже кофе не назовешь. Короче говоря, в ТикТоке очень много блогеров именно с нашего поселка. Я как-то... даже не думала, что столько людей у нас занимаются блогингом. И если ты хочешь узнать какие-то наши поселковые новости, зайди в ТикТок. Так, девочки, ну, блин. Какая-то тень, а это от окна. И вы знаете, сегодня мне попался влог мужчины, который, оказывается, у нас торгует химией, порошками, бытовой химией. И он в поисках павильона торгового. А я заметила у нас на дорожке, девочки, вот блинчики. Я заметила, что у нас на дорожке очень много торговых точек, оформленных в виде павильонов. Они стоят пустые. Там, где раньше была бойкая торговля, вдруг они закрылись и все, исчезли. И вот он сегодня озвучил. Он в поисках себе торгового места, этого павильона. И он говорит, представляете, за 70 квадратов павильон у нас на дорожке в таком бойком месте, в проходном. 70 квадратов. Цена, девочки, 142 тысячи гривен. Представляете? 142 тысячи. Он говорит, это сколько я должен продать порошка, чтобы хотя бы эту аренду сделать. И что такое? И что этот мальчик мой бегает с игрушечками? Скажи девчонкам привет. Привет скажи. Привет, мой хороший. Так, сегодня спала с мамой. Сейчас поумываемся, да. И у нас сегодня 2 прогулки. Утром и вечером. И, девочки, я такая довольная, что у меня есть Жорка, потому что я сейчас гуляю. Гуляю полноценно, двигаюсь 2 раза в день. У меня не такая собака, что ты на порог вот так вышел, отпустила, на свои дела сделала и все, и зашел. Во-первых, он у меня свои дела дома делает на пеленку частично. Частично на улице, частично дома. И мне надо с ним ходить, бегать часа 2. Да, часа 2, 1,5-2 часа надо бегать. Так что вот так. Вчера мы гуляли с бульдожком. Бульдожка... Сейчас, подожди. Там мои блины услышал. Ну ты ж не будешь мои блины есть? Нет. У меня еще, знаете, блина. Вот. 2 кусочка сыра Маздама. И вареное в смятку яичко и кофеек. Сын у меня сейчас на дистанционке, Костик. Спасибо, девочки, что пишете, желаете ему здоровья. Все уже нормализовалось. Доктора поблагодарила, написала, все. Короче, оплатила онлайн-консультацию. Он не просил, я говорю, нет, вы нам помогаете, говорю, я обязательно оплачу. Да, Жорка?
И, короче говоря, вчера гуляли с бульдожиком, с Машей, и они выходят, ну так, минут на 20. Он говорит, мужчина гулял, говорит, когда с женой гуляю, она говорит, я дольше их выгуливаю, девочек своих. А когда, говорит, сам 20 минут. Ну что такое для собаки 20 минут? Это мало. Моему надо кидать палку, надо бегать, это вообще. Так, насчет Костика. Он сейчас на дистанционке 3-й день. Школа у нас неделя онлайн. И попросил меня сделать яичницу с колбаской и чай. И вот сейчас закончится уже первый урок. И Костик будет завтракать. Он на первый урок идет, выпив стакан теплой воды. Потому что просыпается, это не то, что там, знаете, когда в школе проснулся, покушал, умылся, собрался и пошел в школу. Прошелся немножко. Здесь встал без 15-8, протер что-то там 2 пальчиками глаза и поменял локацию. Стул напротив кровати. На кровать набросил плед, типа заправил. И сонный уселся на уроке. Вот и онлайн. И вот первый урок он просыпается. Естественно, организм еще кушать не хочет. И он кушает после первого урока. Я пока Жорику тут делаю завтрак. А то он уже покушается на мои блины. Короче, я ему мелко режу отварную филе отварное индюшатины. Да? Варю без специй, естественно, без соли, без ничего. Это у нас, девочки, такой завтрак. Индюшатина с гречкой. Меньше, чем чайная ложка гречки. Он не любит крупы. По крайней мере, он их оставляет. Но рис он ест охотнее. Ну, сегодня гречка. И кусочек небольшой отварила тыквы. Сейчас я ее тоже помну. Вчера у него была другая. Это самое... Другой состав был у него вчера. У него вчера был рис, индейка отварная, рис отварной и брокколи, морковка и перец болгарский. Ну, вы знаете, он как-то не спешит долго есть. Он как бы так, я уже положу, вот оно стоит в миске, он еще полчаса мотыляет и смотрит, никто не стащил, все ли в порядке. Не знаю, мне кажется, это вкусно, учитывая то, что он только вечером ест корм, ну, в обед чуть-чуть. Вообще отказывается от корма. Конечно, он мясо попробовал, естественно. Вчера разговаривала с хозяйкой Мальтезе. Я не знаю, чем она питается у них. Вроде не худая. Может, за счет шерсти кажется, что она такая плотная. Но они уже вешаются, не знают, что ей предложить. Корма не хочет. Купили, говорит, сварили пупочки, дали чуть-чуть. Она 2 дня попробовала, даже не поела, попробовала, и все. Отказалась. Носом воротит, и все. Что, Жорочка, будем кушать? Да? У нас мисочка. Будем кушать. Ты ждешь? Ждет. Ты ждешь? Да? Ну, пойдем. Покушаем сейчас. На, иди кушай. Иди кушай. Особо не кидается, не голодный. У Жорика охота. Кушать кашу не хочет. Решил попутиться. Вот так вот. Добыча, да? Добыча. Ну, тащи давай себе в берлогу. Собачки гавкают, да, Жора? Собачки гавкают. И что? Не нервничай, сейчас мы тоже пойдем, тоже погавкаем. Не нервничай. Когда гавкают собачки за окном, он сильно нервничает. Да? Надо бежать. Но ты еще не все съел. Ты себе оставил после прогулки, да? Это Лемуша. Лемуша кидает. Вот Лемуша кушает. Кушает семечки и кидает шкурки. А он ходит, подбирает. Что такое? Лемуша неаккуратно кушает, да? Лемуша. Смачного. Лемуш.
Да, поздоровайся. Так, тихонько. Нас соседи будут ругать. Девочки, вчера закинула все его игрушки мягкие в машинку, постирала. Овечка стала беленькая. Это ж овечка, да? Он ее, конечно, тягает. Жора! Обожает эту овечку. Девочки, я вчера так расстроилась, потому что ждала уведомления от одного канала. Канал такой небольшой, 30 подписчиков, но приятная очень преподаватель английского языка с сыном. Такие милые, знаете, вот хочется, бывает, вот послушать, посмотреть на такие вот милые блогеры, милые видео такие о жизни. Они ходили там по Кривому Рогу, я никогда в Кривом Рогу не была. Интересно было посмотреть. Она рассказывала там, что покупают, что кушают. Ну, интересно было. И вот вчера смотрю, что-то нету оповещения. Я аж прям думаю, что ж такое? Нет оповещения. Я начала искать, еще забыла название канала. Канал как бы еще только начинающий. И мало там вообще видео. Ну, может, пару десятков. Нашла у себя в подписках. Я подписалась на канал. Я, по-моему, 7-я была. Да, 7-я. Я люблю поддерживать начинающих авторов. Ну, если мне видео, ну, как бы заходят, нравятся. И мне, когда я поставила колокольчик уведомления, и мне приходили уведомления, я с удовольствием там вот что-то делаю, там, послушаю, посмотрю. Там, знаете, как, когда есть время. Уже надоели эти, знаете, видео на каналах блогеров-миллионников. Там уже, я вам так скажу, очень часто уже выгорание блогера, и вот те, которые уже достигли каких-то результатов. Я про лайфстайл говорю. И они уже там что-то выдумывают, что-то уже какие-то постановочные видео. А здесь просто человек, он взял в руки камеру, идет себе, снимает свой любимый город, рассказывает, делится впечатлениями. И вот смотрю, осталось одно видео, то есть она все видео поскрывала. Это не значит, что она их удалила. Она просто там убрала доступ для всех. И вижу, одно видео осталось. Я аж прям расстроилась. Думаю, что-то случилось, что-то, видно, уже понаписывали. Это вот 100% понаписывали. Человек морально не справился с этой навалой хейта. Хотя я как бы не всегда читаю комментарии, но бывает, что спускаюсь в комментарии, читаю. Ничего такого, она, видно, подчищала, может быть. Ну, что-то, видно, стало какой-то такой прямо точкой, что она после этого закрыла. И там спросили у нее, говорит, а куда делись ваши видео? Пишут жители Кривого Рога. Говорит, мы тоже живем здесь, и нам нравится смотреть ваши видео, как бы они милые, добрые. Но она говорит, в силу обстоятельств. Но я почему-то думаю, что все-таки это хейтеры. Потому что человек, может, еще не знает, как с ними себя вести. Что нужно прописать вот эти вот слова обидные, какие-то оскорбительные в настройках канала, чтобы все эти комментарии сразу уходили, девочки, в мусор. Они даже не публиковались, и ты вот пришла какая-то змеюка. У меня таких нет. На все хорошие девочки, мальчики. Пришла и выплеснула свой яд. Ну, знаете, вот к психологу дорого людям ходить. Они либо на близких это все вот так вот, либо вот зашли в комментарии и пошли чесать языком. И вот это она строчит. Не с глаголами, она вместе. Гласные, согласные, абы как. Короче, такие все умные, а даже писать не научились. Безграмотные. Но зато куча советов тебе. Куча там, это вот, я тоже как бы не отличница, но я вот эти ошибки, когда вижу, пишут с ошибками, мама дорогая, думаешь, и что ты мне советуешь? Пойди, блядь, выучи грамматику. Про запятые я вообще молчу, про пунктуацию. Хотя говорят, типа, что в соцсетях не обязательно ставить знаки препинания. Ну, боже мой. Зато смайлики ставят все. Ну, короче, я заметила, народ безграмотный. Очень часто хейтеры очень безграмотные. Вот она там из себя что-то лепит, а сама не может даже правильно
написать. Но дело не в том. Дело в том, что человек не выдержал. Не выдержал и все. А может быть, скорее, и даже я уверена, что у человека получилось бы. Так что не опускайте руки, если это дело в хейтерах. Я для авторов начинающих каналов. Не ведитесь на их вот эти провокации. Они пришли к вам, им не нравится. Ну, слышите, не нравится. Иди мимо. Иди ищи по себе. То есть вот вокруг каждого блогера собирается аудитория, которая лояльна этому блогеру. Да, вот как бы кто-то, если крупный блогер, кто-то не может пережить успех этого крупного блогера. И строчат, там прям целые каналы организовываются по засюру этого несчастного блогера. Короче, вообще, девочки, ну я вот расстроилась. Я просто вот, мне так хотелось, чтобы она вот, может быть, она со временем там уже какие-то вот такие обучающие видео. Все-таки она учитель английского языка, онлайн преподает онлайн уроки. Ну, блин, такая приятная женщина. Я думаю, вряд ли она меня смотрит, но если вы меня смотрите, то не пугайтесь на первых этапах вот этого хейта. Почему-то я думаю, что из-за этого. Возможно, родственники нажали. Думаю, может, из-за ребенка, потому что она часто в видео показывала своего несовершеннолетнего ребенка, и они там вместе гуляют, вместе того, он там что-то мастерит. Ну, интересно, это очень воспитанный. Такой вот мамочка вложила, мама педагог, и она вот, он такой вот у нее интеллигентный, такой, видно, ранимый ребенок, такой вот и умненький. Вот это мне понравилось. Думаю, может, родственники нажали. Вообще, девочки, не сдавайтесь. Те, у кого свои каналы. Не обращайте внимания. Баньте тех, кто вам гадости пишет. Если конструктивная такая, конструктивная идет вам критика, то есть вы понимаете головой, что это не просто залетел, там тебе гадости написал, что по делу. Где-то прислушайтесь, поблагодарите за замечание. Девочки, Жорке нравится по лесенкам ходить. Давай, давай, поднимайся. Не хочешь? Все? Передумал. Мы уже нагулялись. И я вспомнила, девочки, что у нас посылочка на отделении новой почты лежит. И нужно ее забрать. Представляете? Хорошо, что вспомнила, а то пришлось бы второй раз собираться и одеваться и идти. Дело в том, что она у нас с цветочками. А так как растения... Что, прокатимся, Жорик? Прокатимся? Так как растения, то надо, конечно же, их ты что метишь-то? Это не твои самокаты. Надо поскорее их забрать. Ты что, блин, самокаты метишь? Жор, совсем куку? Пошли. Идем. Девочки, вот здесь летом вообще великолепно. Когда жара и тень от дома от нашего. И прям вообще. Когда мы устаем от зноя, утром здесь погулять супер. И у меня с этой стороны, на северной лоджии, у меня прям такой, ну, прям здорово. Прохладно, и спать утром хорошо. Но сейчас прям холодина, прям ужас. Мне надо муж и немножечко веточек от вишенки. Но здесь нет фруктовых деревьев. Возле парадной там есть, по-моему, вишни. Если я достану, сорву веточку с почечками. Но мне кажется, что еще нет проснувшихся почек на деревьях. Жора, ты что-то опять нашел? Пошли, следопыт. Девочки вчера пришли из парка с прогулки. Точно так же погуляли сначала в одной локации, потом пошли в парк. И он насобирал здесь колючек на лапу. Где они здесь, я понять не могу. Еще ж нету, ну они сухие. И думаю, что он хромает? А у него колючки на его шерсти. Так что вот так. Возле школ мы гуляем, там такого нет, там почище. А здесь все что угодно, да, Жора? Девочки, только что встретила знакомую. Короче, у нее 2 собаки, 4 кошки. Ну, там
Не знаю, кто из них кот, кто кошка. Потом кто... Она мне предлагает, говорит, тебе попугай не нужен. У нее волнистик и неразлучник, хомяк, крыса. А муж со Славянска привез котенка рыжего, маленького, говорит, уже вообще умирал там, упал в какую-то яму, в какую-то трубу, он его достал, в общем, домой притащил, она его вычухала. Я говорю, ну ты даешь, говорю, где ты их там всех расквартировала? Она по всей хате. И фотографии показывала. 4 кота сидят вокруг клетки с этим, с хомяком. Так смешно. В общем, да, вот так вот. Жорочка, Жорочка. Жора, иди сюда. Без толкушек в стафу полез. Ты что? Лезет и все. Чуть-чуть не познакомились. Но хозяйка говорит, да ну, говорит, он маленький, этот большой. Естественно, я не знаю, какая реакция взрослой собаки будет. Мой-то бестолковый лезет целоваться. Забрали девочки с Жоркой посылочку. Несем. Но мы, конечно же, ее долго ждали. В том плане, что на отделении была очередь. Жорка там уже прям извелся. Ой, Жор, не дергай так. Побежал за птичкой. Ты чего? Предупреждать надо. Короче говоря, это 3 прекрасные хоечки. Будет распаковка на моем канале про орхидеи и хоечки. Ребенок вон с гитарой, я не знаю, музыкант будущий. На самокате. С футляром, с гитарой. Такой юный музыкант. Я вижу, здесь 2 белочки бегают. Не знаю, как Жорка отреагирует, но, по-моему, он уже отреагировал на белок. Жор, ты видишь белочек? Или ты там что-то другое? Так. Не-не-не, что там за схованка? Вот белочки, девчонки. А, вот внизу. Познакомимся. Что за зверь? Жора, не обижай. Ой, все. Дразнит. Белки тоже дразнят собак. Жорка не поймет, куда она делась. Жора, все, интерес потерян. Ты красивая? Ты красивая? Да? Жора, иди сюда. В шубке? Ой, какая ты красивая. А вот вторая прибежала. Гляньте. Торопышки. Да, Жорка, белочку не догнать. Пошли, мой хороший. Какие-то взрывы, ребят, не знаю, может, тревога. Даже не знаю. А Жорка все за белками. Девочки, едем. Жорка на коробке. На коробке едем. Вот так вот. Жора, кто будет этаж нажимать? Сидить. Еле забрала его с улицы. Он бы еще гулял и гулял. Да? Сколько ты уже намотылял? Часа 2 намотыляли. Самое нелюбимое, да, Жорка? Мыть лапы. А что делать? Грязнюля. Жорка гавкает. Что так бабахнуло? Прилет, что ли, где-то? Ты испугался? Я тоже. Я здесь пока занимаюсь протиркой листиков поливом у своих орхидей. И слышу такой бабах. Я аж, девочки, подпрыгнула. Капец. Надеюсь, что ничего такого страшного не произошло. Что никто не пострадал. Девочки гуляли сейчас с Жоркой
Сережа пошел дальше с ним гулять, а я замерзла, капец. Я оделась точно так, как днем. И я прям замерзла. Ужас. Около 7, и прям такой чувствуется холодный воздух. Ночью, наверное, будет, ну, не в районе 0, но, наверное, градуса 3 будет ночью. Еще холодно. Еле убежала от Жорки. Дело в том, что он хочет гулять со мной. Если я есть на прогулке, то он со мной хочет, желает со мной гулять. И я уже прям Сереже говорю, бери его на руки, а я убегаю. Это, девочки, очень холодно. Прям вообще. Сейчас буду чай пить. Ну, можете меня поздравить, я застряла в лифте. Вот оно мне надо было в лифт садиться. Девочки, ну что вам сказать? 18:27. Я в лифте. Так, аварийная служба Одесса лифт. Сейчас буду набирать. Я не знаю, может они вообще ночью включат. У вас нет клаустрофобии? У меня нет. И, блин, хотя бы что-то поесть было с собой. У меня только собачий корм и водичка. Девочки, сейчас буду звонить. Ёпсель. У меня только собачий корм. Я подготовлена. И водичка. Ой, ну, во всей этой истории, конечно, печально то, что я не подумала. И людям придется сейчас ехать меня вытягивать. Еще неизвестно, если я между этажей где-то застряла. Ну, капец. Короче, девочки, я позвонила. Сказали, что главное, чтобы не последний этаж. Это ожидайте. Слушайте, тут нужен стульчик какой-то. Можно на курточке сесть. А я не знаю, я ж только поехала. И это не последний этаж. Думаю, что это где-то между 3-м, 4-м, может быть. Ой, таке життя, таке життя. У нас уже 2 дня не выключали свет. И вдруг. Смотрите, у нас отключение экстренное до 1:30 ночи. Ёптель. Вот, 18:26 выключили. До 1:30. Как чувствует себя человек, который оказался в лифте в заперти? Так себе. Чаю хочу. Жду. Пока еще сколько минут прошло? Минут 15. Еще пока никто не приехал. Наверное, таких много, как я сегодня. Мужу отослала кружочек, что я в лифте. Пока молчит, не видит. Гуляет с Жориком. Орать на меня будет. Скажет, лентяйка, и пошла пешком. Я даже не подумала, мы так расслабились за эти пару дней. Я даже не посмотрела на часы. Залезла в лифт, нажала кнопку такая. Вообще на автомате. Пускай сам лапы моет Жорику. Главное, что я поужинала 5 часов. У меня курочка в духовке, картошечка. Просто там кусочек тортика. Я хотела с чаем. Девочки, знаете, за что я переживаю больше всего? Как меня будут вытягивать. Вдруг между там как-то вот так, что бывает, что надо прыгать высоко. Ой, не знаю. Капец. Вот интересно, мой домой придет, он кинется, что меня нет? Я не буду звонить. Костику позвонила, говорю, ты где? Он говорит, я гуляю. Я говорю, ты знаешь, где я?
Он говорит, где ты? Я говорю, в лифте. Он, да? У тебя кушать есть? Я говорю, да, собачий корм. Он, ну все, давай, пока. Пока. Муж там что-то печатает. Матюки, наверное. Сейчас. Ну ты, блин, даешь. В новом? На каком этаже? Сейчас я ему скажу. Так я не знаю, на каком этаже. Где-то в начале пути я застряла, Сереж. А в старом, конечно, в старом. Ждем. Позвонила, сейчас приедут. Ну, сейчас, может, не сейчас. Может, через час, может, через 2. Ну, тут тепленько, нормально. Сейчас мои соседи будут меня выручать. У нас есть лифтеры. Сейчас мужу скажет, что там можно нажать. Я вроде как бы удачно еще остановилась. Ой, девочки. Ну, сюда надо стульчик притащить. У меня там есть, кстати, маленький стульчик, надо его принести. Мало ли вот так вот. Уже негде даже присесть. Там прилечь, бутылку с водой, покушать. Ой, капец. Чаю хочу, чаю. Все, меня будут Это доставать. может приопустить чуть-чуть? Ну, наверное, я не Там знаю. метки стоят на каком-то. Ну, наверное. Сейчас меня будут рятовать. Да, наверху подняли, да? Слушай, я давно не застревала, вообще не помню, когда застревала. Это за много лет первый раз. Либо опустят, либо подымут. Стали еще опускать, а как они поднимут? А его можно опустить, да? Ну да, он же тормажит. Сказали, не выходи. Я наверх, Да, я ехала наверх. да. Капец. Достаем принцессу. Принцесса. Возвращение, да. Принцесса хочет чаю. Глаза. Да, мама спасена. А ты хочешь корм, который я чуть не съела. Да, маму вытащили. Маму вытащили, я твой корм чуть не съела. Все, я спасена, принцесса спасена. Ты будешь корм? Ну хорошо. Хорошо, что там не высоко получилось, что я спрыгнула, да, вот так. Там буквально такие две ступеньки, да, получилось. Ужас. Слушай, а если вот под потолок как-то застревать? А, надо либо наверх лезть, да, карабкаться, либо наверх лезть. Не, лучше, конечно же, спрыгнуть, чем наверх. Лучше не застревать, да, я согласна с тобой. Так, чаек готов, да? Все, я иду пить. А, он еще не закипел. А там баллончик уже заканчивается, по-моему. Ой, ну, главное, что все позади. Теперь надо быть внимательной.